Друзья, добро пожаловать в Индию. Сегодня я считаю, что важный день для меня. Сегодня одно из самых дорогих для меня путешествий. Сейчас стою, жду автобус. Штат Раджастан. И направляемся мы в Пушкар. Много рикш. Автобусы едут в хаотичном порядке. Наш еще не приехал. 3 часа мы уже дожидаемся наш автобус. Тот пригород, которым нам нужен, туда слипер-бас не ходит. Только автобусы с сидячими местами. Стоимость еще неизвестна. Автобус не полный. Наверное, процентов на 70 забит. Такой старенький немножко. Время в пути 5 с копейками часов. На улице жарко. Но с заходом солнца станет прохладнее все. 4 часа в пути. Такое ощущение, что прошел месяц уже. Начинается депрессия. Прям вот жесткая депрессия. Даже не знаю, как ее подавить. Еще 135 километров. Еще 3 часа ехать. 135 километров. То есть постоянно какие-то остановки заходят, приходят. На каждой большой остановке здесь такие крики стоят. То есть за места. Сейчас нам даже мы не стали выходить, потому что мы уже сюда не сядем, если встанем. Поэтому лучше сидя, но до конца. Мы, в принципе, едем на таком же автобусе, без кондея, без вентилятора. Вентилятор – это открытое окно. О чем они так шумно говорят? Что они спрашивают друг у друга? Место? Это весь шум из-за места. Приехали ночью в отель. И вот только утром видно, что мы находимся возле каких-то гор. Утром очень холодно, а ночью еще холоднее. Я, конечно же, заболел. Постоянная акклиматизация из холода в тепло, из тепла в холод. Успел таблетки напиться. В номерах не топится. Кондиционер только работает в режиме холод. Поэтому потолще одеяло. И мы с моим индийским другом Доброе утро, привет. друг друга греем, короче. Город очень интересный. Еще ночью заметил, здесь много храмов, много туристических каких-то кафешек, похожих на гуашные. В общем, с утра депрессия уходит моя в сторону. Но это до вечера. Вечером все повторяется заново. Ты находишься в какой-то непонятной ситуации, где вот прям реально аж не то что слезы наворачиваются, но вот просто хочется бросить все и уехать. Утром мне нравится это чувство. А куда мы направляемся, сейчас Викас расскажет. Сейчас мы ищем как колыбели, которые танцуют, и где они живут, и что они делают, и все посмотрим на пустом месте. Кто такие колыбели? Колыбели, они так, у него нет дом, сами низкие касты, и кто всегда путешествует куда-то, и у него нет конкретных дом. Колыбели – это змеиная каста, как их называют в простонародье, кочевое племя, которое долго не сидит на одном месте. Основной вид заработка – ловля змей, продажа змеиного яда, отлов змей, если кому-то заползла. Все это делается за денежки. Также они как-то связаны с верблюдами. Ну и вообще с кочевым образом жизни. И, естественно, самое главное – это танец.
очень красивый танец, за который люди готовы платить большие деньги. И если вы холост, одинок, вам поджимает ваш карман, добро пожаловать в Индию в поисках невесты из змеиной касты. Говорят, там очень красивые девушки. Очень. И некоторые от такой красоты, когда видят, просто закрывают глаза или убирают взгляд в сторону. Я замерз в отеле под теплым одеялом. Люди здесь не мерзнут на улице под простынкой какой-то. Ну, это люди, которые относятся к просветителям. Просвещаться приезжают в этот город, найти себя, дунуть травки и развивать свое духовное эго. Я очень давно охочусь за этим видео, на самом деле. Это цель по Индии номер один. Найти это племя. Даже болезнь меня не остановит. Что-то я заговорил что-то про колыбелью, про танец и чувствую какое-то прогрессирующее хорошее состояние. Я аж заулыбался. Представил, как я сижу и на фоне луны девушка пляшет. И вот эти силуэты, тени, очертания, эти изгибы кошки, ящерицы, талия, как у осы. Ну, в общем, блин, есть о чем помечтать. Решили снять байк с желтыми номерами, как раз для туристов можно. И искать на байке, потому что на рикше много не поишь. Они с тобой едут, и они тебя начинают потом долбить. Быстрее, быстрее, давай, давай, звонки. Ты постоянно нервничаешь, ждешь. Снял байк на день и поехал решать свои вопросы. Цена 300 рупий за целый день. Это, в принципе, адекватная цена. В этом штате все веганы. Я за 3 дня нахождения здесь ни разу не видел, где готовят яйца, хотя бы отварные. И на завтрак даже нет дали, так как время 8 утра. Все едят какую-то желтую штуку. Вот так вот она выглядит, эта штука. Своеобразное блюдо. Но радует то, что здесь овощи все свежие. Рядом находится какой-то храм. 2 вот такие тарелочки, 50 рупий. Это прям бюджетненько, я вам скажу. Но лучше всего съесть бананчик. Этот вкус нам знаком. Пришлось остановиться и посмотреть на верблюдов. Вообще в штате Раджастан проходят фестивали верблюдов, устраивают гонки. В определенное время года существуют большие рынки. Вот такие худенькие они. Все в цветочках. Здесь видно у них стан. Ну а нам нужно ехать дальше. Я так понимаю, что наш маршрут подальше от гор, ближе к пустыне. Хорошо, что в Индии можно остановиться на мосту без проблем и поснимать видео. Очень красивое место, своеобразное. Естественно, здесь много вот таких вот птичек. Афганский скворец. Тележки для верблюдов. Девушки все красивые, нарядные. Все спешат куда-то. Еще тележки. Верблюды здесь используются как тягловое животное. Оказывается, эти телеги используются в качестве поездок для туристов. Все красиво. Необычное место, если честно. Что-то здесь есть загадочное. Пока не могу понять, что. Но самое первое это то, что Индия.
Здесь видно с левой стороны домики, построенные, как говорится, из говна и палок. Стоят телеги, верблюды. Это люди, которые занимаются верблюдами. Но нам посоветовали ехать дальше, потому что не факт, что здесь есть колбелия. Колбелия живут обобщенно, поэтому они не будут находиться в черте города. Здесь даже растительность сильно отличается от того же Гоа. 30-40 минут нас гоняет туда-сюда, поверните туда, уйдите туда, уйдите туда. В общем, свернули куда-то в пустынную часть. Сейчас остановились попить чай, поспрашивать местных. Но повернули нас в сторону домов, где наблюдается большое количество верблюдов. Продавец чая ни в какую не соглашается сказать, где они живут. Давайте, говорит, я вам вызову их сюда, они станцуют. Я говорю, мне это не интересно, нужно попасть туда, где они живут. Ну, понятно, что он в доле хочет на этом заработать. Здесь вообще, если видят другой цвет кожи и что-то не местный, заработать пытаются все и на всем. Поэтому будем сами опять дальше продолжать искать. Ни в какую не поддается на уговоры чаевщик. Где-то здесь живут и все рядом, он говорит. Но никак не хочет говорить. Сейчас, говорит, человек приедет, он вас отвезет. Придется сейчас у других спрашивать. Я так понимаю, мы остановились в месте, где туристы приезжают покататься на квадроциклах и на верблюдах. Здесь, потому что трактор постоянно разравнивает песок. И нет-нет, туристы спускаются. На улице теплеет. На байке здесь уже не проедешь, песок. Предлагают услуги поехать на верблюде, но мы решили пройти пешком. Что-то здесь все покрыто тайной и мраком. Все как-то здесь сложно. Вот там вот впереди видно какие-то поселения непонятные. Здесь озеро, но воняет какой-то тухлятиной. Гниет озеро. Песочек в тени холодный, не в тени горячий. И песок здесь такой мелкий-мелкий. Здесь ни на чем не проедешь, кроме верблюжьей повозки с широкими колесами. Здесь дорога только для верблюдов. Если честно, я много раз сталкиваюсь с тем, что блогеры выдают иногда не ту информацию, которая правдоподобная. И точно так же снимают телеканалы. То есть в реальной жизни все иначе. Поэтому всегда у всех приукрашено почему-то. Здесь продаются национальные костюмы женщин, которые танцуют. Ну, все для туристов. Мальчики пиликают, дяденьки взрослые на каком-то инструменте. Ну, очень красиво получается. Мы поспрашивали и дальше идем. Куда придем, не знаю. Есть поселение. Здесь вот они живут, местные. В общем, это как гастролирующий цирк. То есть тут пожили, там пожили. И именно вот эти колбели занимаются танцами. Наконец-то начинает проясняться правда. Здесь живут банджари, это цыгане. Они занимаются пением, но они не колбели. То есть вот они вот так вот живут. Тут же спит собачка, тут же спят они. Здесь, я так понимаю, кухня и также очаг. То есть вода здесь греется, что-то готовится, плюс-минус обогревается. Почему кровати на больших высоких ножках? Этому есть объяснение.
змеи, чтобы не заползли, и насекомые не могли укусить тебя. Ну а нам посоветовали искать колбели, ехать на Пушкарский вокзал. У них даже есть, вот видите, такой аппарат. Скопили деньги, чтобы туристам давать покататься. Скромно, просто, по-индийски. Сосуд для воды, вода в нем просто ледяная, несмотря на то, что на улице жара стоит. Видно, здесь ночью очень холодно, поэтому он сохраняет свою прохладу. И тут же какие-то лепешки лежат. Воду привозят в больших канистрах на верблюдах. В общем, холодильника нет, молоко также лежит без холодильника. आप Как, लोग как его зовут? आपका नाम क्या है? राम सिंह यो जबूत राम सिंह। Сколько ему лет? आप कितने साल के हैं? 19 12. 12 лет ему? Нет, извините. 20 лет? Нет, нет. 19. Да, 19. 19 лет. Чем они зарабатывают на жизнь? आप लोग यहाँ कैसे काम करते क्या करते हैं? वो बंजारी लोग Да, они поют песни, такой инструментарий, который мы посмотрели. Только занимаются песнопением? Да. Ису. Я так понимаю, у него операция, да, произошла? आपको Прошла, कुछ क्या вернее. हो गया था जो बीमार? फिटनेस का ऑपरेशन कराया Да, ее операция что-то Потому что он случилось. опирается живот. на палочку ходит. Да. А сколько человек вот здесь живет? यहाँ पे कितने लोग रहते हैं? 15 लोग 15. 15 человек вот здесь Да. живет? Да. Йосима живут здесь. Это его жена, я так понимаю? आपकी कौन है वो? वो मेरे भाई की वाइफ है Зена ее брат. А у них есть какие-то документы? Да, Паспорт, да, я ID? как-то спросил, у него есть Аधाр кард. Аधाр кард это как-то документ, индийский документ. У него нет электрический, они только используют батареи, которые продают в городе. И тоже все продукты они приносят от города. Я спросил, сколько они зарабатывают. То примерно 800 или 1000 каждый день. Значит, Один человек? Или вся семья? एक लोग 1000 कमाते हैं कि सब मिल के एक 4-5 दिन जाते हैं या 5 человек सारे 1000 они зарабатывают. 5 человек зарабатывают 1000 рупий в день. Да, да. Так они живут. कभी 400-500 होते हैं कभी 1000-800 हो जाते Да, это зависит от как день тоже как 405 или 800 тысяч. И чтобы вы понимали, посуда моется в грязной воде. Блин, С водой проблема. Реально здесь с водой проблема, поэтому у них уже мощный иммунитет. А сколько ей лет? आप कितने साल की हो गई हैं? 22 साल 22 साल की 22. 22 года? У нее есть муж? Да, как у нас сказали, как ее брат. А, его брат, ее муж. Нашел я этого дядьку, который сыграет сейчас нам красивую мелодию. Идем в тень. Еще одна попытка узнать, где живут колбелии. Все та же старая схема. Сейчас мы позвоним, приедет кто-то. Местный бизнес. Подстроились под колбелии на самом деле. Она Ну, сказала, что она сама колбелья. Да, здесь каждый второй сейчас колбелия. Нас куда-то везут местные ребята, но едем мы очень плохо.
Мне кажется, он не подрасчитал свои силы. В общем, зовет он к себе в гости. Ну как, в гости за деньги. Сейчас я вам покажу. Я так понял, это его семья. Девушки, которые пляшут. Но если они нам визуально не понравятся, то мы откажемся от услуги. Есть выбор, слава богу. Худые верблюды. Дома здесь вообще никакие. Просто какие-то палки, кордонки. Мне жалко этот мотоцикл сейчас. Главное, чтобы без приключений. Вот когда тебя завозят куда-то, надо сразу обговаривать все. Потому что был горький опыт, когда потом начинаются проблемы денежного характера. Чернобровую одну увидел я. Все поменялось. Цены тоже меняются. Количество людей танцующих тоже меняется. Видите, какой-то амулет интересный. В общем, скинули за полцены. Сейчас ждем. Но опять же, еще раз говорю, здесь нужно договариваться на абсолютно за каждую деталь. То есть, если ты договорился, они тебя вправе атаковать здесь будут. Сразу все до мелочей нужно договаривать. Сейчас ждем, пока девушку привезут. Good. Это девочка или мальчик? Мальчик? Да. और क्या नाम है? पवन। पवन। पवन मतलब समझते हो क्या होता है? क्या? Живут тоже पवन слишком मतलब होता है просто. हवा। Домики хлипенькие. Биди? Biri. How much? How much? 25. 25 рупий стоит за такая пачка. 30 rupees one packet. हाँ? कैसे क्या होता है? 12 лет мальчиком. Учится в школе. В каком классе? Первый. Первый класс? В 12 лет? С опозданием? Дедушка, который просит деньги. Просто за то, что мы присели. Ну, приготовление к шоу продолжается. Идут приготовления у нас здесь. Камера. Все собрались здесь. И все это за 2500 рублей. Но я никогда не даю ту цену, о которой мы договаривались, я всегда больше кидаю. Просто на начальном этапе, когда наглеют, приходится отсекать их.
знаменитое раджастанское блюдо. Дал вати чути. Чури. Многие приезжают только из-за него сюда. Подают дал в таком горшочке. Ну, это чечевица с овощами. Так, и вот такой вот шарик в масле. Его разламываешь. Он весь в масле. Это что-то непонятное. Очень жесткое. Это, знаете, как чувствуется во рту. Манная каша, взбитая в шарик плотно, обжаренная и вот такая же жесткая корочка. Ну, на любителя. Дал вкусный, но очень острый. Продолжаем спрашивать местных, как найти нужных нам людей. Каждый третий человек рассказывает разные истории, где находятся колбели. Все пытаются себя выдать за них, хотя таковыми не являются. Пришлось остановиться. Маслобойка местная. Бык ходит по кругу с закрытыми इनका आंख बंद है क्या глазами. लगा हुआ है वो कैमरा कैमरा लगा हुआ है अच्छा जो 3D वाला है इनको लगता है общем, सीधे सीधे जा रहे हैं क्या Мельница. Маслобойка अच्छा местная. Чтобы снять, просит денег. Но я ему забыл сказать, что камера у нас включенная. अच्छा अच्छा ओके На вокзале никого нет. Сказали ехать туда прямо, да? да 500 метров Вперед 500 метров. Посоветовали приехать сюда, в храм. Здесь никого нет. Пойдем спрашивать у других жителей. Сейчас зима. Я представляю, каково здесь в июне месяце. Очень жарко, наверное. Не каждый сможет жить. Здесь одни женщины. अच्छा कितने दिन से रह रही हैं यहाँ पे अच्छा बहुत साल हो गए Опять 45. Идите туда, не знаю куда. Самое главное, что они хотя бы признают, что они не колбели. Это уже радует. बोल रहे हैं ना उधर हम लोग कितना गए हैं Фермеры, तो कुछ लोग रहते हैं लेकिन वो लोग original женщины नहीं हैं। собирают кинзу Я फिर в इधर-उधर такие से мешки. घूम के आ Здесь गए। такой аромат стоит тут. Кинза. Прям так и хочется прыгнуть через забор и попробовать ее. Расспрашиваем, हाँ где находится колбели. जाने में И все, जाने में как в один, говорят, что уже нет такого у них кочевого образа жизни. Они уже более оседлые. То есть там, где они оседают, пытаются построить туристическую зону. То есть вот они осели, ну как осели, домики из палок и пакетов и коробок. अरे तो बताओगे तब पता И चला कि все, वो и ऑलरेडी туда हम वहाँ начинают घूम ходить चुके हैं तो फिर туристы. दिक्कत हो जाएगा ना Тут же туда начинают ехать сафари कहाँ पे जगह машины. का नाम तो बताओ जगह में नाला है हाँ? नाला देखा कौन सा पुष्कर नाला पुष्कर नाला में देखा है देखिए अभी पुष्कर में एक है जो Солнышко फाटक है сильно ना пригревает. फाटक के आसपास बहुत सारे हम लोग घूम Подождите 10 минут, и я вас отведу к колбелям, он сказал. Тут в желтом. Какой же здесь аромат стоит? Что она говорит? Сними меня на видео? Нет,
शायरी बिल्कुल लकड़ी को दिखा तारा खचीचे लकड़ को दिखा Хотите курить? बीड़ी मांग रही है नहीं नहीं वो तो Мы не курим, скажи. मैं खाता हूँ तो मांगते हैं अच्छा तो табак она спросила А, у меня табак? Нет. Женщина спросила табак. Земля здесь такая, конечно, своеобразная. В основном бабушки сидят, собирают. А как их поприветствовать меня? Как сказать? नमस्ते Намасте. नमस्ते हेलो अच्छे फोटो फोटो थोड़ी थोड़ी Что значит поту? да फोटो What is your name? फोटोग्राफी रोज What is your name? Денис. दिनेश Yes. ओ एक दारू काका की Развеселил я бабушек. स्मोकिंग No smoke. अरे नहीं पियोला И вам не советую. Вот здесь, смотрите, здесь почва песчаная. Кинза растет хорошо. Здесь даже есть, я смотрю, портулак, इनका नाम डेनिस который сорняком считается. Сколько самый молодой здесь лет женщине? Я уже вижу ее. सबसे छोटी तुम ही हो Они все табак, да, едят? आप लोग सब लोग खाते Не हैं табак, वो а tobacco? это типа... सिर्फ वही खाती है ये एक दो गोलका अन्ना है एक दो ये बस Как это называется? Пан? По-вашему? क्या बोलते हैं जो खा रहे थे तंबाकू बोल तंबाकू да табак Тамбаку. पान это другой Сколько они зарабатывают в день? 300 рупий в день. Это 350 рублей. Это сколько по времени собирают? 8 से 5 बजे 8 से 5 बजे 300 Сколько по времени собирают? 8 часов 8 часов. 350 рублей. गेहूं है क्या Не жизнь, а сказка. नहीं भैया पसंद का वादा होता है आजकल मैं पसंद कर लीजिए इनका शादी नहीं हुआ किसकी नो बाबा राम, इतना हाथी की हूं Нитки берут вот с таких мешков, чтобы обвязать. 600 килограмм кинзы по 40 рупий. 24 тысячи. Это если брать с поля. В городе все это уже будет стоить не менее 50 тысяч рупий. Под вечер состояние не очень. Пришлось выпить терафлю. Что-то прям температура, чувствую, поднимается. Сначала думал, перегрелся на солнышке, потому что оно реально греет. Потом чувствую, это внутренний жар уже. Терафлю спасает. Женщины закончили свой 8-часовой день. Пошли домой. Картина начинает складываться, но не до конца. В общем, ехали за ним, и он нас привез в первое место, где мы снимали танцы. Мы развернулись. Тут же нас перехватывают другие. Мы для вас сейчас всех змей, все племя соберем. Пока попытки безуспешны. Начинается какая-то нервозность от того, что не получается найти. Ну, по факту мы вот катаемся в пределах 30 километров туда-сюда. Как футбольный мяч нас пинают. Ну, а здесь какой-то мини-рынок. Все катаются. Все связано с верблюдами. Здесь какая-то движуха происходит непонятная. Народ. Много народу. इतना बड़ा Там змея, наверное.
Только какая, непонятно. Очень много народу. Такая реакция на змею. Что за змея, непонятно. Before police find here 2 gun. क्या अभी थोड़ी देर पहले भी 10 मिनट पहले भी 2 बंदूकें यहाँ से लेके गए पुलिस वाले। 2 सांप लेके गए थे साहब नहीं, बंदूकें 6 राउंड है। क्यों लुकाया किसी ने यहाँ पे। Ну кто там? Bila zmija, no one Залезла в кирпичи? किसने? कोबरा वुमेन। Big Snake? Да там змея-то, я думал. да, змея. Да там вот такая змея. Вот такая вот змея. Маленький. Там от змеи одно название. Там змейка сантиметров 15. Детей выгоняют. Она ядовитая? Hello, hello. Ядовитая змея? Вон она поползла как раз. Что тут какая-то реакция на змею непонятная. Вон она. Там змейка небольшая. Ну, сантиметров 30. Она залезла в кирпичи. Но они прям боятся ее. Реакция на змею. Я впервые такое вижу. Почему они ее так боятся? А? आणि तक नाही भाई उतना आणि तुझे भाई क्या क्या बोल नागिन Интересно за этим наблюдать. Ну и они ее сейчас, по-моему, убьют. Или хотят поймать ее. Ее даже на камеру не видать. Но она ползает очень быстро. Ну что-то мелкое. Мне жалко всех этих детей. Они живут как на какой-то малолетке здесь. Прям вот реально жалко. Там полиция едет. Все разбегаются сразу. Здесь точно не объедаются они. Ребус разгадан. Колбели здесь есть. Живут они не как раньше. Сейчас они так не кочуют. Перестроились поближе к городу. У кого-то есть дома из палок, из подручных средств, пакеты, брезентовые крыши. Кто-то плюс-минус имеет небольшие домики. Мы сейчас приехали на то же место, где сидят туристы. Почти каждый вечер, если их кто-то заказывает, они сюда приходят за деньги, танцуют и уходят. Никто не дает никакую четкую информацию. Сейчас спрашиваем, будет сегодня или нет. Никто не знает. Бывают и все. Бывают и все. Если хотите увидеть большое количество верблюдов, приезжайте в Пушкар. Здесь их очень много. Эволюция, прогресс свое дело делает. Никто не хочет уже жить в тяжелых условиях. Даже сейчас у тех, кто живет в кордонных домиках, почти в каждой такой лачуге есть солнечная батарея. Маленькая или одна на несколько домов, но она есть, чтобы элементарно зарядить сотовую связь. Верблюдов, конечно, здесь жалко мне. Они бедненькие. Еле ходят. Как говорится, не всегда коту масленица. Так же и с
интересными кадрами. Тяжело ловить. Тяжело ловить. У нас осталось еще где-то минут 30 подождать. Если появится, появится. Если нет, то не появится. Там получается у него в носу что-то продето железное, как шип. И вот как раз за это место ему, наверное, больно, поэтому он слушается очень хорошо. Верблюд. Уздечка привязана за самое больное место, за самое чувствительное верблюда. Поэтому легко управляем. Так мы и не дождались никого, уехали. Но поехали в другое поселение, в принципе, где были с утра. Всех, кого не спрашиваем, все отправляют сюда. Значит, мы на верном пути, наконец-то. Сейчас договариваемся на утро следующего дня. Еле сейчас отбились от мальчиков. Здесь просто они нас облепили. Человек 30 просто за мотоциклом бежал. Все спрашивают where you from, и все. На этом все. Все женщины смолят здесь. Прям смолят от души, видно. Викас сейчас пошел договариваться на завтра. Холодать начало очень сильно, быстро причем. Вот только солнце зашло. Hello. गाड़ी ने पटाखी कहीं Совершилось чудо. Через 10 минут мы будем на месте. Это еще раз доказывает то, что если вы идете к цели, идите до конца. Пьем чай и через 10 минут будем на месте. Так выглядит раджастанская национальная папаха по горе. Ну, это повязка с местным рисунком. Очень красиво выглядит. Дедушке дали чай, и он первую каплю, 2 капли вылил на землю. Я говорю, для чего это он сделал? Когда начинают есть или пить, первое отдают земле. Уважение, дань земле. Нет ничего прекраснее, чем погреться утром в доме колбелии у костра. Хозяйку дома зовут Синдики. Thank you. Пришел ее коллега. А кто это вообще? Вчера там посмотрели. Сколько в семье человек живет и какой основной заработок? Где они зарабатывают деньги? У него 2 сына. И ее муж работает в Саджмее. И они как-то работают, она домохозяйка. Раньше колбели считались кочевые племена. То есть они кочевали по пустыне. Почему в последнее время, последние годы они вот осели и приобрели жилье? Им, получается, жить возле города легче? Ну, ей нравится лесу. Пустыня. Да, пустыня. Что значит для них в жизни змея? Какую роль она играет? Ну, раньше ее предки дали как подарок змей. Очень давно, конкретно не знаю. И так он сказал, что вы можете работать с ним, играть с ним, со змеей. И так они начали. Если ядовитая змея укусит, чем они лечат? У него есть такие растения в пустыне. Это они делают. Как-то аюрведа, да. Из растения. Где они берут змей? आप लोग ये जो सांप कहाँ से लाते हैं? लेसो पुस्तिनी। Сами ловят? आप लोग साम वो तो खुद से पकड़ के लाते हैं या फिर कहीं से खरीद लेते हैं कोई और? खरीदते नहीं, जंगल में खुद पकड़ते हैं। अनि साम का Сколько стоит кобра? एक जो कोबरा सांप होता है वो अगर बेचना चाहे तो कितना का बिक जाएगा?
ऐसे 10,000 11,000 ऐसे 10 тысяч, 11 тысяч. Рупий. Да, конечно. Кто у них бог и кому они поклоняются? आप लोग के भगवान ईश्वर कौन है और किसकी पूजा करते हैं? हम ज़्यादा करके कनी पाव जी हमारा गॉड फादर कनी पाव यो जब कनी पाओ कौन है वो? कनी पाव वो स्वयं भोलेनाथ Это Сьюзи, вы знаете Сьюзи? Это Сьюзи называется много имя, как Махадев, Сьюзи и Чандрашекхар. И они называются ее, क्या नाम उनका बताया आप? कनी पाव कनी पाओ. Чем отличаются колбели от других? जैसे आप लोग कलबेली हैं और दूसरों में क्या अंतर है? जैसे कुछ लोग बंजारे भी होते हैं. अंतर है अलग अलग कास्ट है हमारी अलग अलग डिफरेंट कार से बाहर है। अच्छा अच्छा बामी है राजपूत है अच्छा अच्छा. ऐसे अलग। Есть как другие касты отличаются. मुसलमान हिंदू है हम, अच्छा मुस्लिम में अलग है। हाँ वो तो मुझे पता ही है. तो हिंदू धर्म करते हैं वही धर्म हम भी हाँ वो तो है. Нет, это я понял, что они отличаются. А как отличить? Есть какая-то отличительная черта? तो आप लोग कैसे अंतर कर? आप लोग अलग अलग हैं लेकिन क्या अंतर है? मतलब जैसे हमारा आप में- अंतर है हमारी कास्ट में अलग अलग समाज होती है ऐसे राठौड़ है Бандяри другие работают как торговли, как они мы посмотрели, они как продавают все вещи и они делают все низкие дела. Но они как играют с змеей и танцевают. Как вчера тоже он сказал, что они только пели на этом такие инструменты. Но они... То есть колбели всегда будут связаны со змеями и танцем. Да, как он раньше сказал. Ты вот, получается, индус. Ты можешь определить, что они колбели или нет, пока не скажут они сами тебе? Да, я как поддерживаю, что они колбели, и у него есть как змеи, и они танцевают со змеей, и тоже поют такие инструменты. Когда у колбелей проходит свадьба, за чей счет? За счет жениха или за счет невесты? Сначала родители человек, мужчин, приходит к девушке, ее родители, они согласуют тогда. Кто платит больше денег? Мужчина или женщина? Невеста или жених? दहेज वहेज चलता है आप लोगों में? हाँ जी तो दुल्हन देती है ना पैसा दहेज? नहीं दुल्हन के बाप- घर वाले? दुल्हन के बाप? हाँ Да, невеста. Они родители плачут. Так выглядит спальня. What is your name? Прия. Прия вчера с работы пришла, вечером танцевала в отеле. Она тоже танцовщица. Там ребенок или муж, я не пойму. Ребенок или не ребенок. В общем, кто-то там. Зимой вот так вот ночуют. По идее, сейчас зима. И очень холодно. Я это на себе ощутил. Скоро начнется представление. Вот этот аппарат сделан из тыквы. Разновидность тыквы.
Если честно, мне понравилось, как она танцевала. И она такая более, более милашка, скажу, чем первые. Это более грациозная, наверное. И мы уже когда расплатились, я ее отдельно позвал. Специально зажал в руку, чтобы никто не видел, сколько я даю. И она поняла эту фишку, короче. Она тоже руку не раскрывает, чтобы другие не спалили. Потому что здесь они промолчат, но потом с нее выдают все. Лично ей от себя уже. Такой танец со всеми услугами до $100 доходит. Все зависит от того, как вы с ними торгуете. То есть все, что вам говорят, прям смело делите на... Сказали 10 тысяч, за 3, значит, станцуют. Так, ну а мы пришли к корове, у которой 6 ног. Корова-мутант с 6 ногами. Это автоматически, значит, она будет священной коровой. Все будут ее кормить, почитать и т.д. и т.п. Реально первый раз вижу такое. Ну, мутация, признаю. Это считается у вас оно что-то святое, да? Да. Ну, вот видите, здесь немножко другое трактование жизни. То есть мутация – это священное. И люди, у которых по 6 пальцев в Индии, тоже считается священным все это дело. А для чего она одевает на нее сари? Сари или что это? А для чего это делает? Только что показать, она священная. А, что она священная? Да. Любимая фраза «money» здесь. Здесь все говорят «money». То есть, ну, если зашел в такое место, все, уже увидели кобры. Чем красивее девушка, тем дороже будет танец. Если эта девушка будет с голубыми глазами или с белыми, а если она ухоженная, если она, ну, супер-пупер, то ценник автоматически взлетает в разы. Чем форменнее, вот так скажем, чем она изящнее, чем грациознее. Если все это вместе, big price, как говорится. Ну а мы покидаем данное мероприятие, данное заведение. Я смотрю, они там кингфиш, да, пьют? Да. То есть любят пиво. Вопрос для моего индийского коллеги. Почему в Индии не едят по вечерам бананы? Вечером не как едят бананы, потому что у него бананы холод и возникает кашель. Это по... Да, кашель. Это по как аюрведе. Так мы понимаем, что это холод и кашель может возникать. Поэтому я не кушаю вечером. Что еще нельзя есть вечером перед сном? У которых продукты есть холод, как яблоко, йогурт или такие. Или пиво, холодное пиво. А что можно есть по вечерам? Спинат или другие фрукты, и овощи, чечевицы, и мука из чечевицы или другие. Рис можно есть вечером? Да, можно. Так как Пушкар – город, в котором много ашрамов, соответственно, здесь много паломников, много учителей, много всевозможных гуру, идеологов, философов, ну, то есть неординарные личности. И вот сейчас мы подъехали, я так понимаю, здесь какой-то темпл находится или храм, и по вечерам видно, что здесь раздают бесплатную еду. И также ночью, когда здесь проходишь, видно, как люди спят прямо на бетонных каких-то коробах, просто укрываются одеялом и спят. То есть практически весь день они находятся здесь. Эти люди отличаются внешне тем, что они ходят, ну, практически всегда я вижу с палочками, в желтых одеяниях. То есть они как-то обособлены. Такое некое сообщество.
Несмотря на то, что эти люди проповедуют жизнь без денег, естественно, ни фотографию, ни видео просто так никто не даст сделать. Сразу просят донат. Донат — это какое-то поощрение материальное. Как его зовут? आपका क्या नाम है? Его зовут Бабурам. Скажи, пожалуйста, мне интересна его философия, жизненная позиция. Вообще, кто он? Вот желтое одеяние. Пусть он расскажет о себе. Да, он делает это с руками и продает. आप इसको बेचते हैं कहीं पे? Да, и он с руками делают и продают газеты. И так он зарабатывает. В чем смысл его жизни? Что зарабатывать и жить, кушать, все. Ну, они же себя считают святыми, какими-то учителями, гуру. Он тоже как думает, что он саду, и как, но он зарабатывает куда-то, и как он делает с руками. И но я спросил, есть саду, кто умный и главный, который сидит в храме, и какой-то он учитель. Но он сказал, что они тоже, я тоже. Все очень завуалировано и непонятно мне. Смысл жизни садху? Он точно не саду. Он маскируется под них. Да. Он только одевал и работает, и живет как. Только одевал такую одежду. Поэтому так у него нет как умный мозг и как дать философии, и кто-то не читал священную книгу. Если посмотреть вперед, то тут человек 20 сидит. А здесь кто-нибудь из них хоть есть саду? Как-то я думаю, нету, потому что в саду я знаю, они сидят в храме, они учат, они учители, они главные, они умные, они даже читали все как священную книгу, как Вед, Пуран, Махабхарат, Гита. У нас есть много священную книгу. Даже я думаю, вы тоже знаете Гита, Бхагавад Гита. Они все читали. И они узнают больше о религии, о культуре, как человечестве. Но они не знают, они только как одевали. Не все, кто носит желтую и оранжевую одежду, садху. Это для туристов. Все на один глаз. Это обычные, можно сказать, бездомные, которые стоят возле, пытаются косить под саду. То есть есть там своя какая-то жизненная философия, идеология. В принципе, работы нету, вот они целыми днями здесь сидят, кто-то что-то даст. И, соответственно, есть всевозможные храмы, ашрамы, темплы, где раздают и бесплатную еду. Вот они находятся вот из таких мест. Подъехали к храму. Вот сидит дяденька, что-то читает. Книга очень большая. Он ни с кем не разговаривает. Он просто Викас к нему подошел 2 раза, пытался завести разговор. Это видно, что он религиовед. Возле храма молится, читает, тут же живет чистый, ухоженный. Такие люди не берут деньги, не выпрашивают. Я даже не знаю, на что они существуют, но на что-то живут. Ни в какую. И вот его даже вот этот дяденька в желтом просит, не хочет. 2-3 раза я спросил, но все скажут, что он не хочет, что кому-то мешали его, и он только читает книгу, и это все. И он всегда отказался. Вот они, настоящие садху. Нашли еще одного дяденьку. Как его зовут? Махавир. Махавир. Махавир и Викас. В чем заключается его жизненная философия? आपके जीवन का दर्शन क्या है, फिलॉसफी क्या है? भक्ति करना, भगवान का भजन करना। Поклоняться на Богу. Все, как он сказал. Он считается каким-то учителем, гуру. आप खुद को अपने गुरु के जैसा एक शिक्षक के रूप में मानते हैं?
Да, он считает себя. На что он живет, на что существует, откуда берет деньги, чтобы есть, питаться? आपके पिता वो कैसे है और आपके पास पैसे कहाँ से आते हैं? शुद्ध भोजन करते हैं। अच्छा जैसे आप लोग कोई दक्षिणा दे जावे, you like donation कोई Он пуше только вегетарианец и еще кто-то дают любой человек. Да, он сказал, что кто-то любой человек дают деньги, это все. И раньше ее рука и ноги не работали, но сейчас работают. У них жены бывают? आपकी पत्नी है? अभी कुछ नहीं है, सब फ्री है। पहले थी हाँ, फ्री है। раньше बिल्ला और अभी क्या? फ्री भक्ति कर रहा है बस, फ्री है। तो वो कहाँ है? संन्यास आपको हो गया पता हमारा, है? हाँ, संन्यास हो गया हमारा मुझसे। अच्छा. Но раньше ее жена была, но сейчас нету. Он не знает, куда она. Он садху? Да. Настоящий садху? Да, только нет. Садху можно вообще жену иметь? साधु की और पत्नी हो सकती है कि नहीं हो सकती है? Да, можно. Можно ли им работать? तो क्या आप उनके लिए कुछ कमा धमा के भेजते हैं कि नहीं? Нету. अपने Нет. लिए, Он अपने работает, मंदिर के लिए मंदिर का निर्माण है गांव में करवा रहे अपने आश्रम के लिए करते हैं। он только делает себя. Получается, молится и живет на подаяние. Да, как он раньше тоже сказал. Есть ли у него дом? आपका कोई घर है? यहाँ पे हाँ? यहाँ पे घर का है, यहाँ पे झोपड़पट्टी У में него нет дом. झोपड़ी में रहते हैं, झोपड़ी बना रखा है Кहाँ पे? इसी रोड पे है। Ну, он сказал, что он живет на другой стороне, как маленький, как сказал, домик. Вот он, настоящий садху. Пожелаю ему удачи आपको जीवन में शुभकामनाएं दे रहे हैं и всего самого хорошего. और सब कुछ अच्छा हो. И, естественно, не забудем про донат. और आपको हम लोग कभी भूलेंगे नहीं. हमेशा वीडियो में रिकॉर्ड हो गया तो हमेशा याद रखें. Дедушка с бабушкой продают траву. И рядом, возле таких продавцов, всегда находятся бездомные животные. Они стоят за бетонным забором. То есть покупаешь, кормишь, отдаешь какую-то дань. Индия, священная корова. Вот так вот все это и выглядит. Корову здесь благоволят. На камеру, наверное, не видно, но у него разные глаза. Один черный, другой коричневый.